Красный форт – достопримечательность Нью-Дели, посещение которой позволяет составить представление о впечатляющем величии моголов и особенностях жизни императорской семьи. Красный форт или Лал-Кила строился как резиденция царской семьи. Здесь планировалось вершить важнейшие дела империи. Мы идем посещать монумент. Музей мы видим на картинке. Рублей по 950 это музей. Ну и чем музей? А музей был? Не знаю, что. Видел на картинке. Да. Ну говорят, не стоит ничего стоящего, чтобы потратить время. Посмотреть можно, но хватит монумент. Это просто трэш. Но все равно побывать стоит. Вот это знаменитый Красный форт, который входит в десятку достопримечательностей Индии. Ну, могу что сказать, билет стоит, чтобы посетить форт, 600 рупий. Примерно, если переводить на Россию, это где-то около 500 рублей. А вот для простого индуса билет стоит 10 раз дешевле, 50 рупий. Говорят, раньше там водились крокодилы. До эпохи исторического материализма. Врагов. Ну, это тоже Защита была. Но дворец-крепость просуществовал недолго. После индийского восстания 1857 года англичане сослали императора, а в Лал-Кила обустроили свою штаб-квартиру, разместив рядом с элегантными стенами дворца убогие солдатские бараки. После 1947 года форт перешел под опеку индийской армии. А ее, разумеется, художественно-эстетическая ценность, архитектурная достопримечательность Индии особо и не интересовала. Поэтому дворцовая крепость быстро пришла в запустение. Со времен моголов мощные трехэтажные лахорские ворота ведут к рынку Чата-Чок, где в давние времена делали покупки знатные дамы императорского двора. Сегодня услугами торговцев пользуются в основном туристы. В центре восьмиугольной крепости стоит Наубхат-Кхана, где музыканты играли церемониальные мелодии. Дорожка от павильона бежит к длинному и низкому зданию из красного кирпича. Это был величественный зал для публичных аудиенций. Здесь император выслушивал просьбы и вершил суд над подчиненными. Когда-то стены этого помещения 60 колоннами были украшены драгоценными камнями и мраморными вставками, которые англичане вывезли в 1857 году. Возвращенные и сохранившиеся ценности хранятся в Мумтаз-Махале справа от дорожки, ведущей от зала публичных аудиенций в императорские покои. В женской половине дворца Ранг-Махал жила когда-то фаворитка монарха. К югу находились жилые покои жен и принцесс Мумтаз-Махал, а с севера примыкает Хас-Махал, личные покои императора.
Также сохранились примыкающие к дворцу помещения бань, хамам, в западной части которых бил горячий источник. Инкрустации и мраморные отделки не сохранились, но композиция сооружения осталась прежней. В Красном форте времен Шаха Джахана размещалось 3000 человек придворных. В комплекс входят дворцы и развлекательные залы, выступающие балконы, бани и крытые каналы, а также геометрические сады и богато украшенные мечети. Императорские апартаменты состоят из ряда павильонов, соединенных водным каналом, известным как Райский поток. Если и есть рай на свете, то он здесь, говорится в надписи арки зала Кала-Аму-Брака. В этих словах выражен замысел архитектора построить цитадель по образу и подобию рая, описанного в Коране. Ну, ребята, мы с вами посетили знаменитый Красный форт, который входит в десятку достопримечательностей Индии. Друзья, от вас не забывайте лайки, колокольчик и подписку.